Задача. Вертолет летит на север со скоростью 20 метров в секунду. С какой скоростью и под каким углом меридиану будет лететь вертолет, если подует западный ветер со скоростью 10 метров в секунду? Известные условия, что вертолет летит со скоростью 20 метров в секунду. Летит на север. И подул западный ветер со скоростью 10 метров в секунду. Задача спрашивается, под каким углом к меридиану, угол меридиану, и с какой скоростью он будет лететь в ветра. Напишем В2 знак вопроса. Определим картинку. Это у нас состояние севера. Здесь вверху будет север, внизу будет юг. Это запад, это будет восток. Меридиан – это условные линии географические, которые проведены с севера на юг. Проходят вот таким образом. Любые линии, они проходят через большой дискретностью, там через 1 градус и так далее. Но это линии, которые проведены из севера на юг, вертикальные линии. В данном случае вертолет летит со скоростью 20 метров в секунду четко на север. То есть он летит вот с такой скоростью V. Теперь знаем о том, что подул западный ветер. Значит, с запада подул ветер со скоростью 10 метров в секунду. Ветер у нас вот это, дует вот таким образом. Это V ветра. Если самолет будет лететь под действием двух этих векторов, двух этих сил, потому что ветер их будет сносить, нам нужно сложить эти два вектора и получить результирующую скорость вертолета. Давайте ее обозначим. Вот. Переносим вот этот вектор, западный вектор, переносим сюда его значение V вектора. Ветер, результирующее направление будет вертолета вот такой. Вот этот угол альфа, который определен между его новым направлением полета, потому что его сносят. И меридиану нам нужно определить этот угол. Как мы можем ее определить? Из треугольника, естественно. Во-первых, скорость, новую скорость относительно Земли. Теперь вертолет будет иметь больше, чем он имел раньше. Потому что вот этот вектор, он идет по гипотенузе, и он участвует одновременно в двух движениях. Поэтому скорость его будет больше. Напишем это дело, как у нас есть V2. V2 будет равно из треугольника этого прямоугольного. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов двух катетов. V2 в квадрате будет равен V в квадрате плюс V ветра в квадрате. Отсюда V2 можно найти как корень квадратный из двух квадратных значений. V квадрат плюс V ветра в квадрате. Подставим эти значения и получим то, что нам нужно. Со всеми их значениями, которые здесь есть, для того, чтобы ничего нам не потерять. Для начала напишем вот таким образом. Это будет 20 метров в квадрате, метров на секунды в квадрате. Смотрите. Плюс 10 метров в секунды в квадрате. Давайте разделим вот эти именованные величины, чтобы можно было их сделать по-другому, чтобы можно было вынести за скобки. Мы здесь вот таким образом напишем отдельно, по-математически, чтобы мы ничего не теряли. 20 в квадрате, то множится на метры на секунды в квадрате. Смотрите, ничего не теряем. Плюс 10 в квадрате, что множится на метры на секунды в квадрате. Теперь мы метры на секунды в квадрате вынесем за скобочку и получим вот такое значение. Корень квадратный из метры на секунды в скобках в квадрате, что множится на что? На 20 в квадрате плюс 10 в квадрате. Теперь что можно сделать? Можно метры на секунды в квадрате вынести из-под корня. Метры на секунду мы выносим из-под корня. Под корнем остается 20 в квадрате плюс 10 в квадрате. Итого 20 в квадрате 400 плюс 100 вместе это будет 500. Пишем там 400 плюс 100 и равно метры на секунду. Корень квадратный из 500. Можно еще сделать небольшое упрощение для того, чтобы можно было как-то поменьше доставать корни квадратные. Итого метры на секунду напишем еще раз. Корень квадратный из 5, что множится на 100. Из 100 можно вынести десятку, то есть получаем метры на секунду, что множится на 10, и корень квадратный из 5. Мы получаем приблизительно всего этого выражения. Корень квадратный из 5 – это 2, 23 и так далее, 36 умножить на 10 будет 22 и 36 метров за секунду. То есть вот эта скорость, которая сейчас получилась в результате сложения двух векторов, мы получили 22-36 метров на секунду. С другой стороны, мы можем сейчас определить угол, который существует. Отношение вот противолежащего катета к гипотенузе – это будет синусом кута. Так и запишем. Синус кута альфа будет равен отношению противолежащего катета в прямоугольном треугольнике. Это прямоугольный треугольник у нас. Гипотенузе. Скорость V ветра, деленную на результирующую скорость вот эту, которую мы получили V2. Равна 10 метров за секунду, что делится на 22 и 36 сотых
метра за секунду. Метры за секунду сокращаются, мы получаем где-то приблизительно, потому что это было приблизительно плюс. Поэтому мы точно получить это дело не можем, мы всегда пишем приблизительно 0,45. По таблице радиуса найдем значение угла синуса. И альфа будет равен около 27 градусов. То есть его сносит на угол 27 градусов. Продолжим эту задачу немножко дальше. Для того, чтобы вертолет летел прямо по курсу, как он летел раньше, ему необходимо будет этот угол, свой вектор скорости развернуть в противоположную сторону. Давайте посмотрим, как. Вот у нас получается здесь эта линия меридиана. Вектор скорости для того, чтобы получить результирующий вектор скорости в этом направлении. Смотрите, если мы сложим две скорости и скорость вертолета, вот эта скорость у нас v, а вот эта скорость ветра. Если он будет лететь под таким углом меридиана в этом направлении, тогда он будет держать точно курс на север. Но в таком случае скорость его, естественно, будет меньше. А какой угол тут можно увидеть сразу? Это у нас 10, это у нас 20. Против гипотенузы, угол, который 30 градусов, против угла 30 градусов в прямоугольном треугольнике лежит катет, который в 2 раза меньше гипотенузы. А тут у нас 10, а тут 20. То есть мы получаем вот здесь угол 30 градусов. То есть если он будет лететь под углом 30 градусов, он будет держать курс точку на север. Но в данном случае у него будет скорость, естественно, передвижения меньше. Можно сказать о том, что вот эту скорость можно посчитать. Вот эта скорость отношения к гипотенузе, это будет косинус угла 30 градусов. Косинус 30 градусов равен отношению его новой скорости. Ну, напишем, пусть эта скорость будет v4. v4 делим на v. И это будет значение корень с 3 на 2. А поскольку v у нас известно, мы можем определить v4. v4 равно v, что множится на корни из 3, делить на 2. Естественно, корень с 3 это 1,7 где-то. Скорость у него движения v4 будет, естественно, будет меньше, чем скорость v. Это понятно, с этого требуется. Это дополнительно просто к этой задаче условия для того, чтобы под таким же углом вертолет должен лететь, чтобы сохранить свое четкое направление на север. А так у него по этой задаче условия спрашивается, насколько он будет отклонен от меридиана, если ветер будет западной такой скоростью.